Вот и пришло время начинать ремонт в нашем доме. И на сегодня уже совершилась первая покупка материалов. Как вы можете видеть позади меня, взял уже 16 листов гипсокартона, которые буду помещать в подвале на время, пока не освободится уже комната для того, чтобы их начинать уже крепить. Гипсокартон у нас стандартный, метр 20 шириной на 2,40 длина и толщина 12,5. Гипсокартон на месте. Сейчас я взял еще и саморезы для гипсокартона. Взял, короче, вот такие саморезы для гипсокартона. Они у нас на 30. То есть на один простой лист это хватит с лихвой. Потом еще взял вот такие саморезы на 70. Я буду этими крутить рейки сверху самого каркаса дома. Короче, это увидите потом. И на 100. 5 на 100. Для того, чтобы, ну, если понадобится, создать там какую-то стену и так далее. По-любому все это надо будет. Еще взял себе вот такой рулон. Это у нас пленка. 150 микрон. Это пленка ставится внутри дома за гипсокартоном. Короче, все это увидите. Это, короче, те, которые работают здесь в Норвегии, знают, это дамспаре. Это против конденсата, что ли. И одновременно и сохраняет немножко тепло в доме. Скорее всего, вы уже заметили, что здесь есть какая-то доска еще. Это у меня террасная доска, которую я ошибочно заказал другому клиенту. И пришлось оплатить ее самому. И сейчас, по сути, она моя. Я думаю, что, скорее всего, вам будет интересно, если я буду, допустим, вычислять или просто говорить, что и сколько это было или будет стоить. И одновременно и мне будет как-то легче сориентироваться, сколько в итоге мне вышло ремонт или освежение, или ремонт той или иной комнаты. И вы сами как бы сделали для себя вывод, что и сколько стоит здесь в Норвегии. Сразу говорю, конечно, для таких стран, как и Украина и бывшие страны СНГ, здесь цена очень высокая на все абсолютно. Так что, вот, к примеру, эта террасная доска, что я по ошибке взял этому клиенту. Здесь, по идее, у меня 70 погонных метров. По квадратуре где-то, ну, 14 квадратов или даже меньше. И вот эта доска, она специальная, она под заказ, термически или термообработанная. Она мне вышла чуть больше 3000 крон, то есть 300 евро. Можете себе представить, 300 евро вот за эту доску. И чтобы ее воспользовать у себя сзади дома, на задней террасе, мне надо будет еще докупить. Думаю, примерно столько же. Так что хочется, не хочется, но надо будет ее куда-то деть. Выбрасывать точно я не буду ее. Дальше гипсокартон. Я сейчас прикреплю видео, и вы увидите цену в магазине, сколько он стоил. Короче, взял сегодня 16 листов гипсокартона. 178,99 за штуку. За квадратный метр. Это у нас 2,40, метр 20 на 2,40. И саморез тоже скажу, сколько сейчас.
Короче, набираюсь сил, собираюсь мыслями, чтобы начинать скрывать стену и потолок в желтой комнате, что я говорил, с которой начну. И для этого нам потребуется специальный инструмент. Специальный инструмент — это у нас кепка, для того, чтобы голова или волосы не сильно пылились. Монтировка, молоточек, перчаточки, очечки и наушники с музыкой. Надеваем все это на себя и идем приступать к работе. Я взял и припарковал здесь прицеп, чтобы было легко закидывать весь мусор туда. И, как я говорил, начинать будем вот с этой комнаты. План таков. Разбираем вот эти старые шкафы, которые были какие-то встроенные шкафы. Видимо, раньше это было очень популярно. Мне они сильно не нравятся. Разбираем все шкафы, включительно и вот этот сзади меня. Он как бы встроен в стену, в соседнюю комнату, и та комната кажется очень маленькой. Так что все это разбираем, и потом начинаем разбирать стены, и потом посмотрим, как будет там с потолком. Посмотрим, сколько я сегодня успею. Дело в том, что я хочу то, что я сегодня буду разбирать, чтобы успеть хотя бы до 7 часов вечера отвозить это в мусор, который тоже стоит денег, чтобы отвезти туда в мусор. Так что смотрите дальше. Короче, не зря я его сломал вот эти шкафы, поскольку вот здесь уже это пространство идет в другую комнату соседнюю. А там еще, плюс еще крыша идет под уклоном вот так. Так что я здесь продолжу новую перегородку. Скорее всего, я построю ее заново, новую перегородку. Завалю это уже до конца, этот шкаф, чтобы с наружной стороны тоже было побольше комнаты. Чтобы уже в следующий раз, когда буду делать другую комнату, чтобы было меньше чего разбирать. Сейчас снимаю вот эту и вот эту стену. Потом вот эту антресоль. Тоже хотелось бы ее снять.
поскольку... не зря он трясет. Видите, тоже не очень прикольно выглядит. Здесь еще такая старая и все. Эти листы. Проводку здесь надо будет тянуть и полностью заново. Так что это тоже убираю. Короче, не успел засечь время, со сколько я вот это все завалил. Но собралось немало, но стены еще не вскрыты. Так что начинаю сейчас все это грузить в прицеп, чтобы освободить помещение. И потом начинаю... сначала попытаюсь обесточить комнату. И потом начну снимать провода и стены. Открою стену. Или хотя бы попытаюсь. Когда я здесь скрывал, я заметил, что здесь стоит довольно такой массивный брус или дерево такое массивное. Не думаю, что это несущая стена, поскольку, как вы можете видеть, здесь эти обои, и сверху обои просто пригвоздили вот эту дрангу и просто оперли вот этим столбиком. Но сейчас я думаю, что здесь я это срежу. И этот снизу тоже, чтобы убрать их. Сейчас попробуем обесточить комнату от электричества и понемножку начинаем разбирать стены. Сначала проводку, а потом уже дальше. Что центральный будет лучше. Главное не забыть потом включить обратное питание, поскольку у меня холодильник работает. Дальше провод идет у нас сюда. Видимо, туда. И потом в это место. Потом распределяется в ту комнату.
И, скорее всего, каким-то образом и отсюда тоже. И идет сверху прямо в щит. Думаю, что, скорее всего, лучше открутить прямо с коробки сейчас, чтобы потом время не терять, когда буду уезжать. Потому что, поскольку надо потом включить главный этот рубильник. Короче, когда я дергаю этот кабель здесь, вот. Короче, вот он здесь. Качество, наверное, плохое, конечно. Надо отсоединить здесь. И, скорее всего, здесь идет главное питание каким-то образом. И здесь тоже распределяется. Или, да, скорее всего, здесь распределяется у нас на включатель. Так что и тот, и этот надо как-то скоротить. Но, скорее всего, оттуда идет главное питание. Я предполагаю, что это он. А ты что? Даже этот зазвенел. Слава богу, все работает. То есть остальное. Короче, вот какой у нас сюрприз здесь. Не то, что плохо, но наоборот, может быть и хорошо. Потому что на каркасе дома прошлые хозяева прибили вот такую вагонку сверху, деревянную вагонку сверху каркаса. И потом на нее, на эту вагонку уже прибили, допустим, вот этот картон. Потом идет такой 2 слоя картона. И потом тот картон, вот такой он, короче, где-то тоже 12 миллиметров, почти как гипс. Скорее всего, это звукоизоляционный какой-то материал, прошловечный. И мысли у меня сейчас такие, что я, скорее всего, буду разбирать только до этого панеля или до этой вагонки. Потом проверю стены, насколько они ровные. И потом сверху я, скорее всего, буду крепить и ту пленку, что я сегодня купил для вас в прошлом видео. Ту пленку, скорее всего, я буду ее крепить сверху панеля. Я еще посоветуюсь со своим братом, потому что он работает больше всего в этой сфере, и он знает, что да и как. Но, и потом сверху этой пленки и сверху этого панеля я закручу рейки на 3 сантиметра толщину, чтобы потом электрик мог проводить через эти рейки гофру, чтобы провести розетки и включатели прикроватные. И потом уже посмотрим, что будет в потолке. Короче, разбирал и начал немножко разбирать и потолок. И что вы думаете? На потолке тоже есть вагонка, что это очень хорошо. С одной стороны, с другой стороны, небольшой минус, поскольку я здесь хочу на потолке необычную лампу
висящую такую. Но хочу светильники, которые будут врезаться в гипс. И минимальная толщина для светильников, сколько они говорили, рейка, чтобы после гипса была там 3,6 сантиметра. Так что в общих чертах где-то на 5 сантиметров опустится низ потолок. Для нас, я не думаю, что это критично, но зато будет место, где протягивать и гофру, и кабеля. Если весь дом именно так и построен, то это очень-очень большой плюс. Тогда я не собираюсь скрывать потолок, поскольку здесь на потолке, потолок у нас, тоже потолок, а чердак у нас холодный. И тут есть некоторые свои нормы. И поскольку чердак холодный, пластик будет, конечно же, и на потолке. Это пленка. И потом уже рейка будет прибита везде. И после этого мне надо будет вызвать электрика, чтобы он протянул уже гофру. Или даже, может быть, я сам протяну до нужного места. И потом просто вызову электрика, чтобы он протянул главный провод или кабель именно со щита. Но для этого мне потребуется вскрыть тогда потолок и в коридоре. И здесь тоже. Чтобы здесь, короче, провести гофру. Именно, допустим, тоже в этот промежуток между гипсом и... надеюсь, что там тоже есть эта воронка. И заводить именно в этот щит сюда. Таким образом будет все прям очень четко. Но посмотрим, что будет дальше. Для меня тоже интересно. Короче, еду сейчас в сторону мусорки. Не взял, конечно, абсолютно все, что снял сегодня, но только то, что было загружено в прицеп. Короче, как только начал выгружать, пошел дождь. Но уже, слава богу, выгрузил все. Сейчас еду на весовой обратно. Посмотрим, сколько это будет стоить, этот мусор. Сейчас посмотрим. 973, ничего себе. Как бы ничего себе. 90 евро за этот мусор я заплатил. Ну, вот такие вот реалии в Норвегии.